Привет, YouTube! Летом собирал комп с внушительным бюджетом в 130 тысяч гривен, что по курсу 26 равнялось 5000 долларов. Поэтому цены будут указаны на момент покупки в июле 2018 года. Комп собирался для игр и монтажа видео, поэтому был выбран топовый из игровых процессор i7-8700K с турбобустом до 4,7 ГГц. Устанавливался он на материнскую плату Asus ROG Strix Z370e Gaming. Если для игр в 2К разрешении хватит и 16 гигов ОЗУ, то для монтажа видео 32 будет оптимально. В поистине игровом компьютере и видеокарта должна быть соответствующая. Топовая от Gigabyte 1080 Ti с жидкостным охлаждением. Под систему был выбран более новый SSD от Samsung 970 EVO на 250 ГБ, а под хранение данных прошлогодний топ 960 Pro на 1 ТБ. Под файлохранилище был выбран уже неоднократно мною опробованный диск от Western Digital на 2 ТБ, который вообще не греется и не издает никаких звуков, так как частота вращения шпинделя в нем автоматически регулируется в зависимости от нагрузки. Многие взяли бы в эту сборку блок питания на 1000 Вт, да подешевле. Но я выбрал качество ваттом. 700 Вт этой сборки хватит с головой, а бесшумный и качественный блок питания от Big White вытянет любую нагрузку и не вспотеет. Хоть 8700 не самый горячий камень у Intel, но учитывая терможвачку под крышкой, я решил купить для его охлаждения восхитительную систему жидкостного охлаждения Kraken X62 от NZXT, которая лучше любой супербашни. При выборе корпуса вариантов было много, но мало какой корпус еще потягается с Cooler Master Cosmos. Нет большего удовольствия, чем печатать текст на клавиатуре Cooler Master Case Pro L с красными Cherry MX переключателями. Игровому компьютеру игровой монитор, поэтому был выбран 27-дюймовый Acer Predator с разрешением в 2К и частотой до 160 Гц. Одной 1080 Ti откровенно маловато для комфортного 4К гейминга, да и по мне для 27 дюймов самое оптимальное разрешение 2К. Итак, рассмотрим все по отдельности. Процессор i7-8700K является процессором 8-го поколения. Выпускается он с 4-го квартала 2017 года и изготавливается по 14-нанометровому техпроцессору. Это последний Core i7, который будет иметь гипертрейдинг. Процессоры i7 следующих поколений не смогут делить свои ядра на два логических. Далее, из производительных, только i9 будет обладать функцией гипертрейдинг и, возможно, еще i3. Хочу напомнить, что ранее варианты процессора с приставкой Box поставлялись с системой охлаждения в комплекте, но теперь приставка Box означает, что в комплекте будет только процессор. Если купить версию с приставкой Tray, то вам приедет только процессор в пластиковом стикере, без коробки вовсе. Установка процессора ничем не отличается от установки любого другого процессора Intel. Если что, у меня есть видео на канале. Находите на процессоре углубления, и они должны совпасть с выемками в сокете, и все. При выборе материнской платы я отталкивался от нескольких факторов. Во-первых, чипсет Z370, это естественно.
Потом наличие двух полноценных слотов M2, оба из которых работали бы на 4 линиях PCI-Express чипсета и желательно с радиатором. Также большим плюсом должно было быть наличие нормального звука и поддержка SLI. Всеми этими характеристиками обладала плата Asus ROG Strix Z370 и Gaming. На рынке присутствовала еще одна плата Asus, баксов на 80 дешевле, но в ней всего один слот M2 был PCI-Express, а второй работал на SATA шине. Не было SLI и не было встроенного Wi-Fi. Аудиоподсистема на выбранной материнке представлена 8-канальным экранированным чипом Supreme FX. Также присутствует множество интерфейсов и разъем для подключения датчика температуры, который идет в комплекте с платой, и также несколько RGB лент. Также на этой плате присутствует разъем для подключения USB 3.1 второго поколения Type-C, который как раз присутствует на передней панели выбранного корпуса. Wi-Fi антенна представлена выносным модулем, как всегда у Asus. Декоративная заглушка мягкая внутри, с поролоном. Имеется кронштейн для установки маленького кулера, охлаждающего транзисторы цепи питания процессора. Мостик SLI, несколько хомутов и тот самый датчик температуры, который я вывел на переднюю часть корпуса, чтобы мониторить температуру входящего в корпус воздуха. Также имеются различные переходники и удлинители для подключения RGB лент и болтики для установки M2 накопителей. Оперативная память Kingston HyperX Predator представлена одним кит-набором.
4 модуля по 8 ГБ DDR4. Итого имеем 32 ГБ очень увесистых модулей с радиаторами. Крайне всем рекомендую покупать модули памяти исключительно кит наборами. Встречайте, поистине бриллиант всей сборки – это видеокарта GTX 1080 Ti от Gigabyte с жидкостным охлаждением, частотой памяти до 11448 МГц и частотой ядра в режиме разгона до 1746 МГц, что почти на 100 МГц больше множества 1080 Ti на рынке. Естественно, такая видеокарта накладывает некоторые ограничения в плане выбора блока питания. Отсюда имеем требования к минимальному 600-ваттному источнику и пин-коннектору 8+8. Как вы можете видеть, медная пластина отводит тепло одновременно от самого кристалла, а также от мосфетов питания и памяти видеокарты. В водянках для видеокарт дешевого сегмента такая система охлаждения является только минусом. Почему? Объясняю. В низкопроизводительных водянках система охлаждения не справляется с отводом тепла как следует. Отсюда температуры чипа могут достигать любых значений. И если чип охлаждается одним теплоотводом с мосфетами питания и памятью, то он запросто только нагревает их, так как они даже в таком режиме могут быть холоднее самого кристалла. Но в этой системе, как мы увидим позже, температура ядра настолько минимальна, насколько это может быть. Также присутствует медная пластина, отводящая тепло с обратной стороны текстолита. Небольшая, конечно, но лучше, чем никакой. SSD-диски в формате 2,5 дюйма уже давно достигли предела своей производительности, потому что ограничены пропускной способностью интерфейса, к которому они подключаются, а именно SATA 3. Отсюда были выбраны два SSD-диска в формате M2 на 250 ГБ для системы и терабайт для файлов. Под систему была куплена новинка 970 EVO, а для файлов был выбран высокопроизводительный флагман того года 960 Pro на терабайт.
Но опять же повторюсь, при выборе SSD формата M2, который может работать на высоченных скоростях, удостоверьтесь, что слот M2 в материнской плате работает на PCI-Express линиях чипсета, иначе вы просто переплатите за SSD, и он у вас будет работать на скорости SATA 3, а не в 6-8 раз быстрее, как он может. Установка SSD в формате M2 не вызовет сложности даже у начинающего сборщика компьютера. Так как в этой материнке есть два слота M2, и оба они работают на линиях PCI-Express чипсета, то во второй отсек вставляем второй модуль, который на плате прикрыт радиатором. В принципе, радиатор не так и важен многим современным SSD. Например, в этом компьютере SSD без радиатора в стресс-тесте нагрелся до 50 градусов. И это в стресс-тесте нагрузка на него 100%, а его собрат под радиатором был на 10 градусов холоднее. Но, конечно, лучше с ним, чем без. Под радиатор я поставил SSD на 1 терабайт, так как основная нагрузка в работе будет именно на него.
Третьим элементом хранения данных в этой сборке был выбран диск компании Western Digital на 2 терабайта из красной линейки для NAS массивов. Скорость вращения шпинделя накопителя управляется системой Intel Power и регулируется автоматически в зависимости от нагрузки от 5400 до 7200 оборотов в минуту, что делает его абсолютно бесшумным и еле теплым среди конкурентов. Хотя, конечно, многие могут поспорить с такой формулировкой. Сам накопитель имеет 2 пластины и 4 головки. Его мотор никогда не останавливается, как, например, в зеленой линейке после некоторого бездействия. Его головки никогда не паркуются в режиме работы, что дает мгновенную реакцию в работе с ним. Блоки питания компании BeQuiet давно зарекомендовали себя как чрезвычайно тихие и надежные источники. Расхваливать эти блоки не стану, думаю, в этом нет необходимости. Данный источник питания способен дать честные 89% заявленной мощности пиковой нагрузки, что соответствует 623 Ваттам, чего более чем достаточно данной сборки. Этот блок способен питать 2 видеокарты с подключением 8+8 пин. Провода в блоке не модульного типа подключения, так как, во-первых, на каждом модульном подключении теряется определенный процент мощности, а во-вторых, этот блок питания ставится в массивный корпус, где как и места хватит всем проводам, так и сам блок питания прикрыт металлической пластиной, за которой не видно ни его самого, ни проводов. Сами провода средней жесткости, черного цвета, в оплетке. Процессор i7 8700K не оснащен припоем под крышкой и является достаточно горячим камнем с тепловыделением 95 Вт, поэтому для его охлаждения необходима соответствующая СВО. При первом взгляде на СВО Kraken X62 от компании NZXT вы понимаете, что никакой другой системы вы видеть больше не хотите. При распаковке был замечен небольшой изъян, а именно вмятина на пару миллиметров на ребре одного из 17 каналов, по которым течет хладагент. Вмятина никак не повлияет на производительность и не является гарантийным случаем, но все же не рассчитываешь на такой изъян, распаковывая одну из самых топовых СВО на рынке, необслуживаемого типа, естественно. Фитинги поворотные лишь у помпы, у радиатора закреплены монолитно. Вентиляторы 140 мм обладают гидродинамическим подшипником и 7 лопастями с формой, уменьшающей паразитное завихрение воздуха и снижающей уровень шума. Корпус выбирали дольше всего, но когда смирились с ценой, выбор стал очевиден. Cooler Master Cosmos C700P. Этот корпус с момента выхода является самым вместительным и самым узнаваемым корпусом на рынке. Оно и не удивительно.
сборке компьютера мне как воздух помог старый советский столик для телевизора, так как корпус весит без малого 22 килограмма, и крутить его на столе вообще никакого удовольствия, мало говоря. А крутить его еще как придется, потому что необходимо установить кучу комплектующих и проложить десятки проводов, да так, чтоб красиво. Передняя панель сделана из пластика и открывается для доступа к отсекам 5.25. Боковые дверцы сделаны, одна из закаленного стекла, немного затененного, а вторая глухая из металла. Они взаимозаменяемы, так что корпус вы сможете поставить как слева, так и справа от себя и наслаждаться видом комплектующих. На обратной стороне основной конструкции расположено два отсека под установку 2,5-дюймовых устройств. Один из отсеков занят контроллером, который управляет работой всех подключенных к нему вентиляторов и RGB лент. Управляется этот контроллер в свою очередь кнопками на передней панели, которые могут менять скорость вентиляторов в двух режимах и подсветки в трех. Один из режимов подсветки – это управление подсветкой материнской платой. Изначально можно подключить к нему еще 3 вентилятора и одну RGB ленту. Так как сзади будет установлена видеокарта со своим вентилятором и радиатором, то предустановленный кулер сзади я перенес на переднюю панель. Теперь их там как раз 3 штуки.
установке материнской платы тоже нет никаких нюансов. Блок питания в этот корпус влезет любой длины. Установка видеокарты производится в 2 счета. Установка СВО не вызвала также никаких сложностей. При установке самого водоблока выбирайте стойки необходимой длины, так как для сокетов Intel и AMD они разной длины. Питается помпа от разъема SATA, а управляется от кабеля mini-USB, который подключается к внутреннему разъему на материнской плате. На бесконечное зеркало можно смотреть бесконечно. Одним из важнейших был выбор монитора. При разрешении 4К в играх на ультрах нереально добиться 140 FPS одной, пусть даже такой сильной 1080 Ti.
Отсюда и пришлось выбирать разрешение в 2К, в котором эта видеокарта на ультрах еще не один год будет давать значения выше 140 FPS, так как в идеале количество FPS должно быть не ниже частоты монитора. Да, с диагональю 27 дюймов в разрешении 4К многие элементы будут казаться мелкими и придется включать масштабирование Windows, а оно опять же не в каждой программе нормально отображается, и в общем в 2К все более чем комфортно на 27 дюймах. Пару слов о клавиатуре. Она тяжелая, реально тяжелая. Чистая белая подсветка с кучей пресетов и режимов. И красные черри переключатели. Одним словом, она великолепна. Со старта обновил прошивку SSD-шником, и тесты скорости достигли заявленных. Видеокарта даже не в режиме разгона показала великолепные результаты. В фурмарке в пресете Full HD результат 221 FPS, а в пресете 2К 156 FPS, что опять же выше частоты монитора. Жидкостное охлаждение как процессора, так и видеокарты более чем справились со своими задачами. В синтетическом тесте процессора температура держалась на уровне 60 градусов, лишь слегка перешагивая эту черту. И это при том, что температура в комнате была под 29-30 градусов летом, и термопаста была штатная на водоблоке. В тесте пары процессор плюс видеокарта температура обоих держалась в пределах 64 градусов, и это на половине скорости кулеров жидкостного охлаждения с более чем приемлемым уровнем шума для такой нагрузки. В итоге, как по мне, комп получился просто супер. А если вы не согласны с выбором комплектующих, то милости прошу в комментарии. Больше тестов я особо не проводил, так как тестов этого проца и карты в сети навалом, а видео и так получилось очень длинным. Подписывайтесь на канал, а я пошел пилить для вас очередное интересное видео. Всем удачи и пока!